Дональд Трамп вновь высказался о войне, Путине и санкциях. В очередной раз кивнул на европейских союзников. Дескать, прежде чем ожидать, что США за вас заплатят, сами все санкции введут и соблюдение отследят, а при случае и защитят, вы хотя бы прекратите покупать у Путина энергоносители и поставлять ему валюту эшелонами на ведение войны. Вот прекратите, тогда и поговорим. Да, мы в очередной раз видим Трампа, который снимает с себя ответственность за собственные невеликие достижения в миротворчестве и пытается оправдать отказ от новых санкций, уже давно лежащих в Сенате. Но рациональное зерно в его позиции, тем не менее, есть. Почему разговоры Трампа с Европой важны для нас? Мы говорили об этом и будем повторять до тех пор, пока не закончится война, Путин или оба вместе. Война Путина держится не на людях, готовых умереть на фронте, не на Белоусове, не на Чемезове, не на Герасимове. Точно так же, как режим его власти держится не на ментах с дубинками и не на чекистах, и даже не на Соловьеве с Симоньян. И война, и власть Путина держатся на том простом факте, что у него есть очень много бесплатных денег. Да, аппетиты уже давно превышают объем этих денег, и жить приходится в долг. Но деньги-то эти есть, и они огромные и бесплатные. Валюта от нефтегазового экспорта позволяет сделать так, что и солдатам, идущим на фронт, и ментам, готовым стряпать экстремизм, и говорящим головам в телевизоре, всем им платят настоящими деньгами. Деньгами, которые можно обменять на еду, одежду, недвижимость, автомобили и все, что хочешь. Путин покупает все вокруг. Покупает людей на войну, покупает элиты, покупает госпропагандистов, покупает всех. Не существует в реальном мире примерно никого, кто будет работать на него бесплатно, за идею. А вот бесплатная валюта, которую он всех покупает, берется у Путина не просто так. Бесплатную валюту обеспечивают ему именно те страны западного мира, о которых сегодня пойдет речь. Поэтому вопрос, как и когда они осознают губительность такой практики, один из самых важных с точки зрения будущего режима и войны. Потому что вопрос их будущего только один. Будет бабло или не будет бабла? Словом, поговорим сегодня об этой странной и, можно сказать, сумасшедшей ситуации, когда, с одной стороны, европейская часть НАТО не сомневается, что им с Путиным придется воевать, и активно призывает Америку на помощь, а с другой делает все от себя зависящее, чтобы у Путина на эту войну были деньги. Американский изоляционизм – единственная более-менее внятная идеология, которая существует у Дональда Трампа и его ближайшего окружения и стоит в основе всей их политики. Америка прежде всего – лозунг изоляционистов из 30-х годов в Америке. Он не просто проговаривается, он реализуется во всем, что делает администрация Трампа. В свирепой миграционной политике, в тарифных войнах, в конфликтах с международными институтами. Но в первую очередь в том, что США при администрации Трампа – это страна, которая не хочет нести ответственность по взятым на себя обязательствам. С точки зрения этой администрации, внешняя политика, которую США последовательно проводила с конца Второй мировой войны, выступая лидером западного мира, эта политика сделала американское государство заложником собственных союзников. Союзники, случись что, рассчитывают на Америку. На американские деньги в форме прямой помощи или инвестиций, на американскую военную мощь в случае конфликтов, на американское дипломатическое заступничество. С точки зрения изоляционистов, определяющих сегодня американскую политику, США 80 лет подряд просто платят за чужие проблемы, которые только растут и множатся по мере того, как США платят все больше и больше. А Европа, с точки зрения изоляционистов, концентрированный символ этой глубоко ошибочной политики. Коллективный паразит, который сел на американскую шею в 1945 году и как свесил тогда ножки, так и сидит по сей день. Паразит этот, в их терминах, не хочет содержать собственные армии. Ведь большая и ядерная Америка, если же вдруг что, обязательно придет и защитит. Паразит этот наживается на американской экономике, продает в Штаты сильно больше, чем покупает. С любыми своими глобальными проблемами, вроде интеграции Восточной Европы после развала соцблока, он лезет в американский карман, как в свой собственный. В российско-украинской войне все эти проблемы, опять же, с точки зрения Трампа и его окружения, проявились в концентрированном виде. От США тут требуется и поставлять собственное вооружение Украине, и платить за европейское, причем втридорога, а еще финансово помогать Украине и компенсировать издержки европейской помощи.
США должны вводить санкции против России и нести расходы по их соблюдению и администрированию. Должны растрачивать ресурсы своего госаппарата на то, чтобы выявлять схемы обхода санкций и за них наказывать. Должны прислать побольше войск в Европу, чтобы удержать Путина от расползания войны на страны НАТО. А европейцы тем временем делают многозначительные заявления. И делают вид, что не знают, как их собственные компании продолжают работать не просто даже с российским рынком, но с российским оборонно-промышленным комплексом. Продолжают закупать российские энергоресурсы и собственными же счетами за отопление оплачивают российские дроны и ракеты. Только американский полицейский отворачивается на перекур, как в Швейцарию через территорию Италии уже летит российский правительственный борт с Валентиной Матвиенко. А когда эта самая Матвиенко будет голосовать за вторжение в Европу, туда нужно будет направить американскую армию, чтобы жизнями американских солдат и американскими деньгами Путина останавливать. С одной стороны, трамповский изоляционизм – максимально вредная политика для всех. За свое лидерство в западном мире США, пусть и не всегда напрямую, получают сильно больше, чем тратят. С другой стороны, именно в случае Европы и российско-украинской войны называть претензии Трампа вздорными и неадекватными вот уж точно никак не получается. Европейская политика во время этой войны действительно в полной мере описывается более грубой версией выражения «и рыбку съесть, и в лодку сесть». Поговорим об этом подробнее после небольшой рекламы. США исторически страна иммигрантов и страна возможностей. Даже в начале 20 века, когда правительство сильно ограничивало число мигрантов и вводило квоты, даже тогда США охотно принимали высококвалифицированных специалистов и талантливых ученых. Таким легальным мигрантам в США всегда были рады при любой власти. Принимают их и сейчас. Если вы думали переехать в США, обратитесь в компанию «Мигратор». Вы можете проконсультироваться у них совершенно бесплатно и узнать, какие визовые программы подойдут именно вам. «Мигратор» уже 15 лет помогает специалистам, предпринимателям, инвесторам и талантливым людям получить визу. Для талантливых людей, блогеров, спортсменов, стендаперов, фотографов «Мигратор» также предлагает пиар-поддержку. Если у вас не хватает доказательств для визы таланта, то есть сильная команда пиар-специалистов, которая докрутит ваш кейс с помощью инструментов маркетинга и увеличит ваши шансы. На консультации специалисты «Мигратора» сразу честно скажут, есть у вас шансы получить визу США или нет. Приукрашивать реальность, чтобы продать свои услуги, они не станут, ведь в договоре будет прописана гарантия результата, а значит, если вам не одобрят петицию на визу, то компания вернет деньги в полном объеме. Такое случается редко, у «Мигратора» успешных кейсов 95%. Все потому, что кейсами занимаются опытные адвокаты с лицензией США и стажем от 15 лет. Среди них немало русскоязычных, а это огромный плюс. Не возникает недопонимания при обсуждении бюрократических тонкостей. Записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании, чтобы оценить свои шансы на переезд в США. Не недооценивайте себя и свои заслуги, просто попробуйте. И переезжайте без стресса и с комфортом. Спасибо, что смотрите рекламу, продолжаем. Так вот, европейская политика во время этой войны странноватая. Мы, мол, не можем отказаться от российских нефти и газа. А почему не можем? Потому что наш избиратель получит плюс 200 евро к платежке за отопление и минус 200 евро в зарплатной ведомости за счет энергетических издержек у промышленности. Это для нас политически опасно. Пусть Путин продолжает за наш счет ракеты и танки строить. Случись что, американский-то налогоплательщик нас от них защитит, прислав оружие и, может быть, армию, и оплатив из своего кармана все это дело. А пока пусть с этим всем вообще разбираются в ВСУ. Мы будем делать вид, что абсолютно, совершенно искренне не понимаем, каким образом наша микроэлектроника, станки, тяжелые машины, промышленные комплектующие, как все это попадает в Россию. Будем делать вид, что схемы обхода санкций никак невозможно раскрыть. Что карьерный самосвал, башенный кран, газовая турбина, высокоточные станки для производства вооружений – все это просто иголки в стоге сена. Не разобраться. И дело ни в коем случае не в том, что мы не хотим ссориться с собственным промышленным сектором, всерьез препятствуя обходу санкций. Дело в том, что нет никакой возможности установить реальный мотив условной кыргызской фирмы с армянским учредителем и офисом в дубайском подвале. Мол, она, наверное, действительно нуждается в сотне токарных станков, которые въезжают из Эстонии в Казахстан, а через Россию просто транзитом идут. Ну да, по какой-то необъяснимой причине
все пограничные с Россией страны получили внезапный прирост своего топливно-энергетического комплекса. Повсюду выросли производство и экспорт нефтепродуктов в Европу. Ну, мало ли, поди там разберись, что случилось с недрами Турции. Не уследишь за ними. Когда надо, мы умеем за лишнюю 1000 евро из своего гражданина всю душу вытрясти. Путь каждого цента отследить. Но когда у наших границ за наш счет идет настоящая война, мы удивленно хлопаем большими глазами и до последнего, пока к нам с большой монтировкой не придет американский Минфин, старательно делаем вид, что мы тут ни при чем. Что миллиарды и десятки миллиардов евро ходят как кошки сами по себе, и разобраться в этом всем нет абсолютно никакой возможности. Просто вот только что лежали у нас, а потом хлобысь и в российском бюджете. А как так вышло? Не знаем. Какие политики все это крышуют? Какие банки покрывают соответствующие транзакции? Какие европейские компании работают исключительно как маскировка для российских? Родственники каких больших европейских чиновников сидят на зарплате от Роснефти и Газпрома? Такое невозможно расследовать, выявить и как-то понять. Выглядит это все, если задуматься, действительно неравным партнерством с хитро сделанной позиции. Дескать, Путин угрожает нам, а американцам, очевидно, не угрожает. Но мы с Путиным втихаря бизнес будем мутить. А если он придет к нам за наши же деньги головы откусывать, американцы должны будут нас защитить. Естественно, это упрощенная картина мира, и в реальности дела обстоят не в полной мере так. Но когда Трамп говорит: «Господа европейцы, вы для начала прекратите покупать нефть у Путина, а потом уже поговорим про ваши санкции и вашу безопасность», сказать, что он совсем не прав, довольно сложно. Это совершенно ненормальная ситуация, когда Америка должна по всему миру бегать, чтобы у Путина отобрать $1, в то время как Европа радостно отсыпает в путинский карман всю сотню. Совершенно ненормальная ситуация, когда американцы должны покупать системы ПВО, чтобы сбивать ракеты и дроны, за которые заплатила Европа. Но не могут в одной реальности одновременно существовать два аргумента. Мы опасаемся войны с Путиным и никак не можем отказаться от его нефти и газа. Когда фронт к Лейпцигу подойдет, вы тоже продолжите платить зарплату российским солдатам, которые на него идут? Путин считает Европу слабой и ни на что не годной. Можно ли сказать, что Европа не дает поводов для такого мнения? Сложно сказать так. Когда ты погонными километрами покупаешь для палача веревку, на которую он тебя же собирается и повесить, любые заявления о решительном противостоянии звучат смехотворно. Естественным образом, агрессивный изоляционизм Трампа предельно далек от нашей картины мира. Но в данном конкретном случае, когда Трамп, по сути, говорит: «Вы сами породили Путина, сами его вскормили, сами забили огромный болт на содержание собственных армий», с его словами сложно спорить. Вы видели, как на вашей собственной границе растет и вооружается огромный агрессивный сосед. При этом делали все возможное, чтобы игнорировать даже минимальные требования НАТО по военным расходам, полагаясь исключительно на то, что Америка придет вас защищать. Придет Америка просто потому, что она Америка. Потому что такова система мироустройства и архитектура мирового порядка. И не было никакого плана на случай, если новая администрация США скажет: «Не нравится нам такой порядок, он какой-то паразитический. Типа битый не битого везет». Да, можно сказать, Дональд Трамп и сам провалил все, что мог в части переговоров с Путиным. Позволил пожилому чекисту не просто водить себя за нос, но публично над собой глумиться. Можно даже сказать, что Трамп положение Путина улучшил и значительно. Что за полгода умудрился максимально Путину подсобить в преодолении международной изоляции, не получив в ответ ни единой уступки. И это все будет правда. Но некомпетентность трамповской администрации никак не оправдывает Европу и не делает претензии Трампа менее легитимными. Как можно не заметить, что по пути транзита из Европы в Россию только в 2023 году и только по открытым данным исчезло товаров на $5 миллиардов, которые из Европы уехали, а до места назначения не добрались. Просто не были отражены в статистике импорта тех стран, в основном Центральной Азии, которые формально выступали покупателями. То есть станки ехали из Европы через Россию в эти страны и куда-то пропадали посередине. Как можно это не заметить? Как можно рассказывать, что в государстве в 21 веке, которые имеют доступ ко всей отчетности своих компаний, к каждой транзакции в своих банках, могут затребовать документы по любой сделке, что такие государства не закрывают глаза, а действительно прощелкали клювом собственный экспорт на 5 миллиардов?
Это сказки для детей младшего дошкольного возраста. У вас там экспорт из Германии в Кыргызстан вдруг вырастает на сотни процентов, а по отдельным товарным категориям на тысячи за один только год. Если вы всерьез опасаетесь Путина, то, обнаружив такую аномалию, хотя бы проверьте эти сделки. Не товары ли военного или двойного назначения там в Кыргызстан вдруг массово поехали транзитом? Если ваши импортеры завозят нефтепродукты через турецкие порты, где нет никаких нефтеперерабатывающих заводов, и где они могли возникнуть только из России, то происходить это может только с молчаливого одобрения сторон. Российские расследовательские СМИ знают, как именно Европа дает Путину деньги, а потом получает их назад, продавая оборудование и комплектующие. Западные СМИ пишут, как внезапно вместо запрещенной российской фанеры через Эстонию поехала прекрасная китайская в невиданных доселе масштабах. А обратно, как обычно, поехали эшелоны с деньгами. Рейтерс вот знает о беспрецедентных масштабах роста товарооборота между Германией и Арменией. Financial Times с мая 23-го трубит о том, как Европейский Союз отправляет санкционку через Россию транзитом, а всемогущая коллективная бюрократия Германии и всея ЕС как будто бы не торопится ничего с этим делать. Ни выявлять нарушителей, ни штрафовать пособников, чтобы неповадно было. Агрессивный изоляционизм и некомпетентность Трампа, который сдает союзников как стеклотару, явно делает наш мир опаснее в целом. Но надо помнить простую вещь. Да, Путина окрыляет безнаказанность, вдохновляет возможность издеваться над американским президентом. Но чтобы вести войну, помимо хорошего настроения, ему нужны деньги и технологии. И вот деньги и технологии ему дает не Америка со злым Трампом за большим красивым океаном, а Европа, над которой уже летают путинские дроны. И одному богу известно, когда вторгнутся путинские войска. Произойти это может в любой момент. Вопрос денег, поставляемых Путину, что за фанеру, что за внезапно обнаруженные в Турции и Индии новые нефтепродукты, он совсем не праздный. Он даже не про мораль и лицемерие, не про облик европейских лидеров и личностные качества европейских элит. Вопрос этот совершенно практический. Режим Путина сейчас основан на том, что у него безлимитное количество денег. И поставляются эти деньги в конечном счете в значительной степени европейцами, а помогают с этим разные страны от Турции и Индии с Китаем до Кыргызстана и Казахстана. Пока деньги поставляются, Путин может сохранять вполне комфортную конструкцию, где войну он ведет при политической стабильности, где в целом всем за все уплочено. Когда денег станет меньше, режим вынужден будет перерождаться. Не факт, что Путин захочет прекратить воевать. Но факт, что делать ему это будет намного сложнее и политически опасней. И непонятно, сможет ли режим из такого вот купеческого формата, где он всех скупает, переродиться в действительно свирепый, где на никому не нужную войну тащат людей силой. Ограничение притока к Путину денег, а также стимуляция их оттока у него и организация утечки мозгов из России – это те меры, которые западные страны действительно могут предпринять и которые на самом деле могут повлиять на расклад сил в войне. Это, в отличие от запрета куда-нибудь ездить российским туристам, действительно вещи для Путина болезненные. Но именно их Европа и не делает. А в первые 2 года войны вообще делала все строго наоборот. Изменится ли что-то от давления Трампа? Посмотрим. Но разговор он завел точно не безосновательный. До завтра.